Дорогая Лейла Ханум, дорогие друзья, участники форума азербайджанской молодежи, сегодняшняя Амор решает очень важные задачи. Амор действительно объединяет сердца. Она объединяет молодых азербайджанцев, которые живут в России. И сегодня, учась в российских вузах, работая в российских компаниях, каждый день находясь в Москве, Санкт-Петербурге, других городах и весях Российской Федерации, вы все и всегда остаетесь азербайджанцами. И трудно переоценить роль тех программ, которые созданы и успешно претворяются в жизнь под флагом Амор, объединяя действительно сердца и объединяя многочисленных молодых азербайджанцев в России и показывая всем тем, кто в России, в Азербайджане и в других странах, насколько комфортно быть в России азербайджанской молодежи, насколько комфортно быть вместе, учиться, работать. И это чувство гордости за то, что вы азербайджанцы, за то, что ваши дети пронесут в себе через всю жизнь это чувство гордости, чувство азербайджанской национальной гордости, оно придает совершенно особый смысл жизни каждого из вас. Но, говоря об этом, наверное, надо сказать и о тех проблемах, которые возникают. Проблемы самые разные. Проблемы бытовые, проблемы с учебой, проблемы с устройством на работу, проблемы в целом с тем, как молодому и талантливому человеку найти свое место в этой непростой сегодняшней жизни, реализоваться, раскрыться полностью. И сегодня Амор решает важнейшую задачу, давая каждому из вас возможность реализовать свой недюжинный, серьезный творческий потенциал. Я должен сказать, что те программы, которые сегодня начаты по инициативе Лейлы Ханум и ее коллег, конечно, это программы, которые направлены, заточены на будущее тех молодых азербайджанцев, которые сегодня среди нас. И, конечно, я думаю, что многие имена здесь звучали, тех, с кого можно и нужно брать пример. В первую очередь я вспомнил бы великого Гейдара Алиевича Алиева, основоположника сегодняшней азербайджанской государственности. Сегодня очень важные, символичные слова прозвучали с экрана, когда Гейдар Алиевич, стоя рядом с молодым Владимиром Владимировичем Путиным, юбилей которого мы все отметили и поздравили его несколько дней назад, 7 октября, несколько дней назад, очень важные слова о том, что Азербайджан и Россия всегда были, есть и будут вместе. И, конечно, то, что было заложено Гейдаром Алиевичем, сейчас успешно продолжается, успешно реализуется президентом Азербайджанской республики Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. И реализуются порой, задачи не самые простые. Программа борьбы с бедностью для миллиона с лишним людей, оказавшись неожиданно для себя внутренне перемещенными лицами, программа борьбы с бедностью дает прекрасный пример, и не только странам пространства СНГ, странам всего мира, решения гуманитарных проблем после тяжелых военных ситуаций. Это прекрасный пример,
как Азербайджан сегодня решает эту серьезную и очень непростую гуманитарную проблему. И сегодня можно уверенно сказать, программа борьбы с бедностью отработала эффективно. Я должен сказать, что, конечно, Азербайджан, который стал энергонезависимым государством несколько лет назад, Азербайджан, в котором сегодня создается экономика, основанная на знаниях, является во многом примером для нас, для тех, кто сегодня работает для поддержания сотрудничества независимых государств, для евразийского строительства. И, конечно, то, что сегодня реализуется в Азербайджане, в полной мере проявляется в активной жизненной позиции молодых азербайджанцев, как в своей родной стране, так и за ее пределами. И сегодня, конечно, мне приятно видеть одухотворенные лица, умные глаза молодых людей, которые хорошо представляют, что им надо в этой жизни, какие задачи предстоит решить. И сегодня Лейла Ханум правильно сказала с этой трибуны о проблеме Нагорного Карабаха. Это кровоточащая проблема, решение которой мы не вправе оставлять нашим детям и внукам. Эту проблему нужно решить сегодня. Те, кто сегодня живут в Нагорном Карабахе, те, кто живут в 7 оккупированных районах вокруг Нагорного Карабаха, Агдам, Физули, Зангелан, Кубатлы, Джабраил, Кельбаджар, Лачин, те, кто вынуждены были покинуть свои родные земли, сегодня ждут от нашего поколения, сегодня они ждут от вас, от каждого, кто здесь в этом зале, грамотного и эффективного решения этой сложнейшей проблемы, которую не удалось решить за последние 20 лет. Я верю, что сейчас Гейдар Алиевич видит и слышит нас, и он вправе гордиться своей внучкой, гордиться всеми теми, кто сегодня присутствует в этом зале. И я верю, что совершенно конкретные пути решения главной сегодня проблемы Южного Кавказа, проблемы Нагорного Карабаха, не за горами. Это очень тонкий и очень деликатный процесс. Любое не очень подготовленное вмешательство в этот процесс может отбросить его на годы назад. Итак, сегодня прогресс, скажем честно, достаточно умеренный. Но, тем не менее, сегодня находятся те пути, которые, надеюсь, приведут к его разрешению. И главное, что меня согревает и вселяет уверенность, я отчетливо знаю, уверен в том, что каждый, сидящий в этом зале, и кто сегодня не смог попасть на этот форум, молодые азербайджанцы в Азербайджане, в России, по всему миру, всем сердцем участвуют всей своей квалификацией, каждой частичкой своей души в решении этого кровоточащего конфликта. И эта проблема в ближайшие годы обязательно будет решена. Я хочу пожелать азербайджанской молодежи, которая сегодня очень активно ведет себя в гражданском обществе России, которая активно учится, работает, дружит. Это основа отношений каждого из вас с людьми, с друзьями, которые представляют другие национальности, религии. И в этом основа нашего общего будущего, толерантного, мирного и прогрессивного будущего, в котором наши народы будут вместе. Я должен сказать, сегодня в деятельности АМОР очень много значения, много приоритетов уделяется культурным программам. И действительно, без культуры,
без творчества и без песен в том числе нельзя представить себе жизнерадостный и жизнелюбивый азербайджанский народ. В этой культуре те нити, которые связывают нас с нашими детьми, с нашими будущими поколениями, которые будут жить в Великом Азербайджане, которые будут, конечно же, жить в Великой России и гордиться традициями всегда молодой и очень эффективной Ассоциации молодых объединений России. Удачи, Амур!